Yes, that's very good. But Very good question. but to get out of the bad habit, it is better to get addicted to the good habit, But then, and then there is next step, that is vairagya, practicing non-attachment, getting out of the да, если выбирать между плохими и хорошими привычками, то лучше пристраститься к хорошим привычкам. А потом Лисан спрашивает, ну а потом нужно практиковать принцип непривязанности. I will take the same example of this morning prayer, for example. Вот приведу пример сегодняшней утренней молитвы. So, I strongly applied abhyasa and I got addicted to the morning prayer, for example. Вот, скажем, например, я применяю вот этот принцип повторения к утренней молитве. И, скажем, у меня появилась привязанность к этому принципу, к утренней молитве. Then I reached a stage where I cannot be without doing this prayer in the morning И потом я достигаю at 6 o'clock. такого уровня, что я уже не могу жить без этой молитвы в 6 часов утра. Then suppose Тогда, предположим, if at the same time I have to attend to somebody who is suffering from a problem, from a disease. и если вдруг в это же время, в 6 часов, мне надо оказаться у какого-то человека, который страдает от какого-то заболевания или от какой-то проблемы. Say for example, if it is any other person, I say, oh wait, but if very close person, my wife or my child or somebody is there, then what you have to do? If I say that, no, I have to be in prayer from 6 to 6:30, whatever may happen, then it is an attachment, it is an addiction. И вот если так получается, что кому-то очень близкому нужна моя помощь, но я говорю, нет, подождите, я сначала сделаю свою медитацию, вот это уже наступает стадия привязанности. So what is the purpose of your meditation then? И тогда и тогда теряется смысл самой медитации. It's not meditation. Это уже никакая не медитация. So then, when you apply this second step, И тогда, когда вы применяете вот эту вторую стадию, ступень, then you will use your discrimination what to do now. и вы тогда как раз используете свое умение отличать одно от другого и будете знать, что теперь делать. So then you will attend because it is of much priority, and while attending also you are in meditation. И тогда вы выберете помочь человеку, который нуждается в этой помощи, но одновременно с этим вы будете оказывать эту помощь в состоянии медитации. You will realize that simultaneously you can be present in everything. И вы поймете, что вы одновременно можете присутствовать во всем. This is what Alice Bailey learned. Yes. In the beginning, she was writing very delicate letters, perhaps 4 or 5. And after 10-20 years work, she was writing very delicate letters, 20 and 30. To whom? To the students. Alice Bailey. Yes. To the students. So they are students for the Arkan school. Right. In the beginning, 4 or 5 very precise, delicate letters. And afterwards, she wrote 20, 30 and more. Вот, пожалуйста, пример Элис Бейли, которая в своей школе арканов писала поначалу студентам где-то 4-5 писем, очень деликатных, очень интересных, точных. А впоследствии она умудрялась писать гораздо больше, 20-30 писем тем же самым студентам, и с такой же точностью, деликатностью и умом. So by practicing yoga, applying these instruments, практикуя йогу и применяя вот эти инструменты, the result is that you will be stabilized as your inner light, and the whole life is harmonious. Вы получите такой результат, как стабилизацию в своем внутреннем свете, и жизнь ваша станет гармоничной. Because you are not influenced by the environment. Потому что окружающая среда уже перестанет влиять на вас. Because for a person who is in yogic state, environment does not exist at all. Потому что для человека, который находится в состоянии йогическом, окружение вообще не существует.
Because what we call environment is the persons and objects around us, and that is also only the impressions, not the really the person. Потому что то, что мы называем окружающей средой, это объекты и люди, которые находятся вокруг нас. И они всего лишь импринты, впечатления. Because the person cannot enter into me, it is only his impression that can enter into me. Потому что человек не может войти в меня, проникнуть в меня. В меня может проникнуть только впечатление об этом человеке. If I deal, for example, with Rudolph, then I say, yeah, he is a good friend. Or if I don't like, then I say, oh, he is unfriendly. But all this is only impression. But how can he enter into me? He is there only. It is only his photograph, his impression that is entering into my mind and what is recorded there as an impression. Например, с кем-то я дружу и говорю, вот это хороший человек, замечательный человек. С кем-то кто-то мне не так приятен. Я говорю, ну это не очень хороший человек. Но как же я могу знать на самом деле какой-то человек? Он же не может войти в меня. В меня может войти только мое впечатление об этом человеке. So therefore no prejudice. Да, и поэтому лучше не иметь никаких предвзятых мнений об этих. So now we'll have lunch break. Вот. Обед. Нет, еще к часу Well, they said that lunch is going to be ready at 1 o'clock. So you want me to continue? Мила, я говорю, что... Маловато будет. сделать перерыв. 20 минут до часа, на самом деле. Давайте погуляем. Да, давайте погуляем. Ну, скажем, делать, ну, это самое. Да. Сейчас уже без 20.